Ну а теперь о людях, которых власть политкорректно именует переселенцами, а обычные люди попроще – беженцами. У них зима впереди. И убежище, которое поначалу казалось неплохим выходом из ужасной ситуации, зачастую это санатории и летние детские лагеря, в скорости станет непригодным для жилья. Они надеются, что на Донбасс вот-вот придет мир, и тогда они вернутся в свои дома. Но многим и возвращаться-то некуда. Виктория Чистюхина о злоключениях переселенцев и помощи, пришедшей вовремя. Вот это я нарисовала дом, где можно... Вот это площадка. Там, где Надя живет сейчас, детских площадок нет. Но девочка не жалуется. В свои 8 она уже прекрасно понимает, что в стране война. Но рисовать все же предпочитает ту, 3-месячной давности, мирную жизнь. Уцелела ли ее многоэтажка в Донецке, бог весть. Петровский район часто фигурирует в сводках обстрелов города. Сразу после приезда нашей съемочной группы на базу для переселенцев в Ялте Надя увязалась за нами и без конца задавала вопросы, ответить на которые не мог никто. Просто мне интересно, война вообще будет еще или нет. Как бы ты хотела? Что бы ты хотела? Чтобы вообще не было. И чтоб... И мне интересно, кто придумал оружие. После таких вот детских вопросов сложно продолжать съемку. Дальше больше. Практически в каждом домике, как только разговор заходит о пережитом, обитатели не могут сдержать слезы. Вы можете сейчас вот вспомнить состояние, в котором вы находились, когда выезжали? А я сейчас плакать буду, я не хочу. Оксана Гавричкина все же собирается с духом и рассказывает, как бежала из Горловки с грудным Андрюшей и 6-летней Настей. Тогда много говорили о том, что в приморских поселках дают приют переселенцам. Но не предупредили, что придется заново учиться жить. Например, готовить еду. Все, сеточку поднимаешь. Вот, дрова насобирали, укрыли брезентом. Костер распалили, пока горит. Сеточку быстро поставили. На него кастрюльки и, так готовим. Не знаю, уже приспособились. Сначала было тяжело. Сейчас, знаете, уже так, спартанские условия. Стирать тоже приходится на улице, а спать под завывание ветра. Дома продувает со всех сторон. Но к жизни в бараках как-то претерпелись. Главная проблема – накормить детей. Без денег Гавричкины выкручиваются как могут. Вот они копали картошку местные, да, то есть фермеры. А резаная картошка получалась. Они забирали ее, отдавали, потому что она гнить быстро начинает ведь. И приносили мы ее быстренько все. И тут все, это же не то, что там наша семья, тут и соседи у нас тоже были. Тут такое, их там 12 человек было вообще. Они сидели один на одном. Всем миром ели. Гуманитарная помощь – единственное, что сегодня спасет переселенцев. Например, для Андрюши это как подарок на полгодика. Гуманитарная помощь, да, за нее большое спасибо, потому что так я вообще не знаю, что было бы. Это просто я не знаю. Уже хотели продавать все, что есть. Таких остро нуждающихся, как Оксана, только в Першотравневом районе 5000 переселенцев. Гуманитарный штаб при фонде Рената Ахметова уже во 2-й раз отправил эшелон в зону АТО. Люди просят еды, люди просят кушать. И люди, которые лежат в больницах, и пенсионеры. В городах, где, скажем так, сложно, мы работаем с помощью волонтеров. И в таком случае даже частная машина, в которой находится 50 или 100 продуктов, поверьте, может спасти жизнь. Спасибо большое фонду Рената Ахметова, то, что они дополнительный транш нам дают. Эти 5000, я думаю, нам хватит даже до зимнего периода охватить граждан переселенцев, чтобы они ни в чем не нуждались, хотя бы в продуктах питания. Первые 600 тонн уже прибыли в Мариуполь, а уже оттуда в прямом смысле проскакивали в близлежащие поселки. Мариупольская трасса под обстрелом. У нас специфика одна – доставить груз. А, как говорится, где мы будем ехать и какие дороги, это уже все зависит от реального времени и боевых действий, там, где мы забираем этот груз. Продуктовые наборы на базе «Автомобилист» раздает сам хозяин. Переселенцы признательны Сергею Агурбашу. В трудную минуту не бросил и сейчас помогает во всем. Но в одном Сергей бессилен. С наступлением холодов из летних домиков людям придется съехать. Горловка уехала в первую очередь. Там, как бы говорят, по краям только стреляют.
Дончане много уехало. Жалко людей. А так? Кто-то уедет, может, квартиры не будет. Вернется домой, квартиры не будет. Или вот своего дома. У меня были такие люди. Здесь уехали. Говорит, попал снаряд где-то рядом с домом. Забор, окна, все повылетало. Частный сектор. Ну, все хотят мира. Где перезимовать войну, если она продолжится, переселенцы не имеют ни малейшего представления. Если не дождутся помощи от благотворителей или государства, будут вынуждены вернуться в зону боевых действий, которой сейчас, например, является Донецк. Именно под звуки залпов там люди получают помощь. В Донецке Центр по распределению гуманитарной помощи больше 2 недель работает на Донбасс-арене. Для живущих в зоне гуманитарной катастрофы это единственный шанс выжить. Именно поэтому фонд Рената Ахметова будет отправлять гуманитарные рейсы в зону АТО постоянно. 3500 тонн продуктов доставят до конца сентября. А в маленькой Ялте, где люди нашли временный кров, надеются, что в один прекрасный день вместе с гуманитарной помощью придет долгожданное известие. Война окончена. Пора по домам. Почему там не договариваются? Твоя доля тут будет, а моя доля тут. И все. А кто должен договориться, как ты думаешь? Не знаю. Ну, кто-то должен. Виктория Чистюхина, Владимир Конопля и Николай Осаченко. События недели.